Эля, Здравствуйте. Да, что же вы не спите в столь поздний час? вас так заботит мое здоровье? Да, скажу честно. О чем сегодня Прекрасно. общаетесь? Я знаю, вы уже начали как бы политические темы обсуждать. Это интересно. Ну, бывало. Слушайте, знаете, как говорят, если ты не интересуешься политикой, то политика в любом случае заинтересуется тобой. Поэтому так или иначе, а, что-то что-то проскальзывает, с чем-то сам интересуешься, что-то, ну, я не знаю как, уже вообще, в принципе, витает в той среде, где бываешь. Поэтому Ну и что у вас на как повестке без дня этого? или вечера, вернее, сегодня? Какую тему обсуждаете? Ну, по-разному, слушайте. Например, вот мне интересно, как вы думаете, Мгм. м, а, должны ли нести ответственность люди, ну, скажем, блогеры, а, за то, за те слова, которые они говорят, а главное, знаете, за то, что их, может быть, нету у нас, законов каких-то, но, какие-то нормы морали же есть. Вот внутренний какой-то, назовем это, судья Ага, существует вот у таких людей или это люди ага, безнравственные? ага. Ну, это хороший вопрос, я с вами обсужу. Значит, это что касается это именно про ваши законы, значит, а про российских блогеров. Нет, Ну, я спросите. говорю нет, я говорю в принципе про людей, которые вот, ну, то есть вот они ведут какой-то, ну, то есть занимаются каким-то блогерством, да, назовем это блогерством. Ну, Вот. пропаганда это, грубо говоря, правильно? Можно их М, пропагандистами назвать? Небольшими, мелкими такими. нет, не обязательно, не обязательно. Ну, цель какая у российского блогера, допустим? А, давайте вот смотрите, вот вы блогер, Мгм. вот, давайте с вас начнем. Зачем вы будете сейчас Давай, про кого-то с третьих давайте я лиц? с себя начну. Значит, что я делаю, да? Мгм. Я общаюсь с россиянами, задаю им неудобные вопросы, А кто их слышу, оценивает? А кто их оценивает удобными или неудобными? а Вы? вы можете сами это оценить. Давайте просто вопросы задаю им, да? Задаю им вопросы, они отвечают. Понимаете, отвечают россияне, не я за них отвечаю. А затем мои подписчики оценивают их ответы. Понимаете? Мгм. Что плохого в моей деятельности? Ничего. Они показывают, почему я это делаю, я вам скажу. Я хочу показать истинное нутро простого россиянина. Что, значит, это не только Путин, а вернее Путин, это как бы разросшееся вот это зло, которое выросло на таких дрожжах, как простой россиянин. Именно если бы, допустим, простой человек из России, да, думал как-то по-другому, как их лидер, такого бы не было. И, к большому сожалению, большинство все-таки россиян поддерживает Путина, поддерживает эту войну, поддерживает то, что творит их армия в Украине. Я просто хочу, чтобы мои зрители в этом в очередной раз убедились, если кто-то еще в этом сомневался. Вот и все. То есть правильно ли я вас понимаю, что ваша деятельность направлена исключительно на ваших зрителей? Ну, правильно. Ну, у меня, кроме моих зрителей, никто не смотрит. Вот если вы посмотрели мой ролик, вы уже стали моим зрителем. Я вам задала вопрос, правильно ли я понимаю, что ваша деятельность, она направлена исключительно для ваших зрителей? Совершенно верно, да. Отлично. Тогда правильно ли я вас понимаю, что вам должно быть не все равно, какие чувства и эмоции, и как следствие, какие поступки будут делать ваши зрители, которые посмотрят ваш контент? Это не мой контент. Я Вы же всего это лишь вы же это выкладываете. ну, я Вы про это. можете Я могу это не выкладывать. Тогда никто не будет знать на самом деле, что из себя россияне представляют. не в этом Я это дело. не делаю художе ну, послушайте, давайте я вам пример один приведу. Вот смотрите, мне когда-то попалась, женщина, девушка, ну, молодая женщина, да.
э, где-то, может, год назад, может, меньше. И мы начали говорить, опять же, на эти политические темы. Она начала меня упрекать в том, что, ну, там такое было: "Так вы же нас ненавидели еще до событий 14 года, люто ненавидели". Я говорю: "А вы о чем сейчас?" Она мне говорит: "А помните, был фильм такой, Багрова или кто его там, вот этот "Брат" и "Брат 2"?" Я говорю: "Ну да, помню, был такой фильм". Он снятый где-то там конец 90-х, начало 2000-х. Говорю: "И что?" Так вот, в этом фильме, она мне говорит, там, короче, ваш украинец плохо отзывался о русских, называл их москалями. Я так смотрю на нее, говорю: "Слушайте, так это же художественный фильм, это же вымысел этого режиссера, который это все придумал и это показал в своем фильме. А вы это что, признали, как чистую монету? То есть спровоцировала эмоцию, и она вот живет уже сколько лет, с 90-х годов, и она воспринимает вот эту сцену, где там что-то плохо о москалях, о русских сказал герой фильма вот этого Багрова. Понимаете, в чем дело? Это меня удивило. Я же не выдумываю какой-то сюжет, не делаю сценку о каких-то плохих москалях и хороших украинцах, понимаете? И потом это выставляю. Это все говорится документально. Что увидел, что записалось, то и выставил. С какой целью? Ну, я же вам сказал, с целью, чтобы украинцы, С какой целью вы хотите, вы выставляете это на своем канале? чтобы украинцы видели, что виновником того, что происходит в Украине, является не только Путин, но и простые россияне. То есть женщина, правильно ли я вас понимаю? Поправьте меня, если я ошибусь. Женщина, которая посмотрела фильм, увидела там, некую фразу, Вымысел, да, кото чей-то. вымысел? Хорошо, Ну, пусть так это будет же вымысел. художественный фильм. Это художественный фильм, а не документальный. И Это она актер сказал эту фразу. как-то на это среагировала. Мгм. Но дело все в том, что, вы, наверно, не будете отрицать, что, эм, вряд ли она только по одной фразе, сделала такой вывод. Ну, мне она больше никаких аргументов не предъявила. Да. Да-да, кстати, мне даже пришлось вырезать это из ролика. Знаете почему? Эти краеугольные, фразы все вырезаю. У меня нету москаль, кацап, хохол, убийство русских, убийство украинцев, убийство детей. Это всё у меня в ролике это нету. Вы заметьте, вы ни одного слова у меня в ролике не найдете подобного, чтобы не вызывало агрессию у человека, который это смотрит. Слово "убийство" у меня табу. У меня Это нет говорит призывов, слушайте, у меня нет призывов к насилию, к уничтожению, к убийству, к мародерству, абсолютно. Нет. тогда к чему у вас есть призыв? Ну вот Ну, я еще раз говорю. выставляя вот, такие ролики, как вы говорите, другими словами, вы хотите показать, что виновниками того, что происходит на вашей, многострадальной, территории вашей Ага. страны, что виновники исключительно, наш президент и люди, соответственно, избиратели, в Российской Федерации, которые его избрали. Я правильно вас понимаю? Щас, ну, которые его избрали, и тем самым избрали войну, выбрали войну. Нет, подождите, войну выбрали ваши власти. Давайте будем Ну, нет, честными. нет, нет. Ну, Когда? по Вот когда? в апреле, так скажем, еще в апреле, даже далеко ходить не будем, еще в апреле, этого 22 года, когда были эти, стамбульские переговоры, вот, в Стамбуле, что вроде там приехали 2 делегации, о чем то там договорились, что, значит, одни там что-то делают, другие что-то делают, но в итоге по факту, ваш президент Зеленский отказался от дальнейшего продолжения,
значит, идти по пути мира, по пути стамбульских переговоров. Потому что, как говорят злые языки, прилетел некий непричесанный господин, Мгм. вот, и очень строго сказал, что ай-яй-яй. Мгм. Мгм. Так что Так кто война выбрал? началась. Знаете как? Война Знаете как? война началась в 14 году еще. Ну, разумеется. А склонять Украину на тех условиях, которые предлагает Российская Федерация, значит, бесперспективно. Потому что вот лично я бы, смотря на события, происходящие между нашими странами на протяжении этих 35 лет, я России не верю. Если, извините меня, вы похерили самый такой сильный договор о дружбе и сотрудничестве 97 года, вы на него наплевали, да, и потерли с ним. Я не говорю уже там про Будапештский меморандум, это все. То какой смысл верить каким-то там Стамбульским соглашениям или еще каким-то Абу-Дабинским, или еще, извините меня, Вашингтонским, или какие-то там будут. Путину не нужен мир. Ему нужно уничтожение государства Украина. Не собирается мириться. Единственный шанс победить Россию — это изнеможение этой страны. Экономически, военным путем. По-другому вас не остановить, извините, Алечка. Так оно и есть. Как И я не могу к вам остановите. обращаться? Так и обращайтесь, как мы с вами в первый раз познакомились. А вы тогда не назвали свое имя. Ну, Виталий меня зовут. Отлично. Виталий, смотрите, вы сказали, что там, что нельзя верить, ну, это вы лично свое, я так понимаю, а, свои мысли и свои ощущения сейчас сейчас высказали. Понимаете, вот мое мнение такое, что если человек хочет мира, то он идет и договаривается о мире. Это точно так же, как, знаете, вот есть выражение, что вот шел помириться, в итоге поссорились еще сильнее. Значит, шел не мириться, а шел делать что-то другое. Я не знаю, там доказывать, что там ты прав, или кто больше сильнее обижен из этой ситуации. Вот и все. Поэтому, знаете как, если говорить о намерениях, вот именно о намерениях, что если есть у человека намерение быть, ну, жить в мире, находиться в мире, то он и говорит о мире, то он что-то делает для этого мира. А понимаете, вот вы, вот, ну, по крайней мере, я говорю про вас, Виталий, вот вы ищете какие-то поводы, чтобы не, а я вам говорю о том, чтобы да. Вот найти поводы, чтобы да. Смотрите, Вы хотите, вы не чтобы... хоти вы Я даже сейчас понял. секунду. Вы вот даже, когда вот даже вот говорили про свою деятельность вот Мгм. с блогерством, да, понимаете, э, я пыталась найти в вашем творчестве, я специально вам задавала эти вопросы. Для чего вы это делаете? Понимаете, вы даже в своем творчестве, не хотите, работать над тем, чтобы наступал мир. Вы хотите еще больше ссорить людей. Вы хотите, Я не чтобы хочу кто-то. ссорить людей. Да, да, но только понимаете, вам кажется, что вы делаете благое дело, на самом деле вы подсыпаете дрова, как его называется, в горящий костер, чтобы он горел еще больше. Показывая нутро простого россиянина, я вот этот костер разжигаю? Я что-то Какое? выдумываю? Вы что, знаете нутро, россиянина? А я не делаю Откуда? оценки. Я как ОБСЕ. Вы знаете, что такое ОБСЕ? Да, знаю. Мониторинговая миссия. Я просто констатирую факт. Все. Оценки пусть делают мои зрители. Знаете, вот, вряд ли вы будете выставлять на своем канале хорошие, добрые разговоры, потому что вы их не ведете. Вы О пытаетесь вести чем? такие В то время, разговоры. как, извините меня, Украина страдает от России, я буду показывать какой-то там хороший, добрый разговор, Ваша ламповый там, Украина овсяных печеньях. Вы что, серьезно? Ваша Украина страдает в первую очередь от ваших собственных властей.
Поэтому, знаете, это самое худшее, когда нужно бегать и смотреть, кто Каким из образом? соседей вам. Каким образом? Каким образом от наших властей отличается? Знаете, я вам так хочу сказать, всегда вот в истории считалось, что худшим правителем является тот, кто допустил войну на своей территории. Так вот, у вас сейчас худшее, на мой взгляд, правительство, потому что оно допустило, вот которое у вас пришло после 2014 года, это Понял. худшее, что с вами случилось, да. Оно Скажите, пожалуйста, допустило я понял. войну на вашей территории. И не просто допустило, оно, во-первых, сделало первый шаг к этому и никак не хотело это завершать. А теперь скажите вы мне, пожалуйста, на территории Российской Федерации война происходит? Когда? Ну, в Курской области происходила война? Да, ваши Как же вы эти. допустили? Как же ваше правительство это допустило? То есть получается, согласно вашей логике, да, получается, что, вы сказали, что плохое правительство, если оно не допустило войну на свою территорию. Так ваше правительство еще в 2 раза хуже, потому что оно начало, войну на территории другого государства, Оно Украины, не а потом начало. еще а потом еще и допустило войну на своей территории. Вы, к Не примеру, знаете, что передергивай. в городе нет, это то же самое. Война на территории Нет. России идет, идет. Город Белгород, пожалуйста, цитата губернатора: 445 домов большеэтажных, вот этих высоток, слили в воду, потому что лопает система. 25, значит, разных учреждений закрылись, это все. Город Белгород находится в состоянии войны. Вы допустили войну? Допустили. Значит, ваше правительство плохое, согласно вашей логике. Правильно? Вы сейчас передергиваете то, что я вам сказала. Нет. Война идет на вашей территории, идет, значит, плохое правительство у вас. Знаете, я вам одно могу сказать. Вы, вот, у вас есть такое вот, качество. Вы стараетесь увидеть, соринку в глазу другого человека, но в своем глазу и бревна не видите. Вы, конечно, сейчас можете, вот понимаете, вот, перекинуться на Курскую область, на Белгород и так далее. И знаете как, вот этот вот мусор, который вот, знаете, когда вот, заметают мусор, а потом взять и под ковер его, можете продолжать засовывать этот мусор себе под ковер. Понимаете? Ну, от этого, как сказать, чище в доме, только чисто, может быть, видимость, но чище-то не станет. Вот. А вам бы сейчас лишь бы передернуть на какую-то другую тему. Я вам Это та же говорила тема. о вас. Нет, это другая тема, Нет, мы понимаете? говорили в общем о государстве. Вы сами сказали прямым текстом. Если война на территории какого-то государства, значит, виновато правительство. Война на территории вашего государства идет, идет, значит, правительство виновато. Все логично. Не такая масштабная, как в Украине, но все же идет. Знаете, вот эти вот действия, которые вы имели в виду, да, вот это вот Курск и так далее, и вот эти вот рассуждения, я еще раз понимаю, что вот вы не хотите ни мира, у вас уже, понимаете, нравственный уровень как-то, знаете, он то ли размывается, то ли уже полностью размылся. Ну вот, вы выходите сюда с каким-то хайпом, с тем, чтобы записать какие-то ролики, что-то выложить. И совершенно не видите вот истинности всей этой картины. Вижу я картину, очень хорошо вижу. Да. И вы сами ее рисуете, эту картину, а я просто ее демонстрирую. М. Это так называется, да? Да. Музей, можно сказать, картин. Третьяковская галерея. Вот так. Мгм. Ну, слушайте, ну, знаете как, продолжайте скакать. Я вам только одно могу сказать. Ну, потому что вы меня не слышите, и Слышь, слышать не хотите. Ну, бога ради, это это ваш выбор. Знаете как, а,
Господь Бог дает нам, посылает нам какое-то событие и как минимум два варианта выбора дает. Вы пока продолжаете скакать. Ну, продолжайте скакать. Я ничего здесь сделать не могу. Вот. Лично я, например, для себя вижу, что, ну, вы не хотите мира, вы опять хотите, понимаете, потрясти каким-то грязным бельем, знаете, как поковырять, как в каком-то говнеце поковыряться. Вот. Я даже не знаю, с чем еще это сравнить, но Это вы правильно подметили. Именно поковыряться в вот этом, что вы сказали. Что я и делаю без всякого удовольствия причем. Подметили вы шикарно, Анечка, да. Спасибо вам. м, да ради Поковыряли. бога. До Ну вы же свидания. это, До новых волнующих встреч. вы же этим занимаетесь, не А, я. коса на камень попала. Да-да.